И снова здорово, вы на канале IceShot и я IceShot. В игровом магазине появились ключи от запертых контейнеров, которые выпадают после боя, где главной наградой является премиумный танк 8 уровня с новой механикой, и давайте разберемся, насколько он крут по сравнению с аналогами, будет ли данный танк имбовать на 8 уровне и чем он отличается от всех СТ. Данные контейнеры выпадают после некоторых боев. Подобные кейсы уже ранее были в игре, например на ВК-9001П, но для того, чтобы их открыть, необходимы ключи, которые можно купить в игровом магазине. За 1000 голды, например, один ключ, за 280 рублей 2 ключа и так далее. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться самостоятельно в игровом магазине. Стоит упомянуть, что в контейнерах вероятность выпадения танка 3%. И также части сертификата на семейство танков Defender ИСа 3-го защитника. А вообще напишите в комментариях, насколько вы везучие, когда вы открываете контейнеры. Я, например, на позапрошлый новогодний ивент потратил 40 тысяч голды и получил всего лишь один шар, из которого выпал могильщик. Бесценный такой могильщик за 40 тысяч голды. Но что же из себя представляет Титан? По сути, это Т-54 9 уровня, сбалансированный на 8 уровень. Можно его сравнить с Т-54 первый образец. Но у него чуть-чуть меньше ДПМ, меньше на 32 единицы пробития, меньше на 30 единиц альфа. И вообще Титан, имея пробитие 207 мм, входит в топовое пробитие среди СТ 8 уровня, уступая, например, Химере, Дефендеру, МК-1, Центуриону 5/1. Альфа на танке 310 единиц, уступает, например, СТГ Т-34-3, у которых альфа 400 единиц, но у них ниже ДПМ. За Химеру, у которой 440 единиц альфы, это я вообще молчу. Но такая альфа у Титана превосходит кучу средних танков 8 уровня, например, Пантера 2, Проджета, П-44 Пантера. Few moments later. Type 59, ФЦМ 50 тонн, Паттон 59. One eternity later. Ладно, не буду вас мучить, теперь переходим к главной его особенности. И это привод бронелистов. Что он из себя представляет? Визуально это привод, который немного добавляет брони. Также делает щучий нос, наподобие ИСа 7 и Т-22 среднего. Действует данная механика 22 секунды, что для некоторых цикличных танков со средней скорострельностью это 3 или 4 выстрела. Перезарядка данного снаряжения 60 секунд. А также от каждого выстрела ваших соперников по вам проходит альфа меньше на 10%. Например, на динамической защите Химеры альфа уменьшается на 20%. И также она работает всего лишь 15 секунд, а перезаряжается целых 75 секунд. Но, как по мне, минус 10% не так уж сильно чувствуется в бою. Например, Type 59, у которого 280 средняя альфа, то в теории за 3 выстрела, а именно столько он успеет выстрелить по вам, он не сможет реализовать в среднем 84 единицы урона. Пантера 2 всего лишь 88 единиц урона, сделав 4 выстрела с реализацией. Танковать с приводом бронелистов вы, конечно, будете. Но почему-то мне кажется, в Титане просто душа советского танка. Или безответственное отношение вражеских танков. Хотя рамбовать на нем можно и нужно против СТ, а вообще из Титана получился довольно крепкий танк. Невысокая максималка, средняя динамика альфа, плюс неплохое по точности орудие с углами 7 градусов. И по сути имбой назвать данный танк, я думаю, нельзя. Но грязь на нем делать, я думаю, можно и нужно. За счет новой динамики, я думаю, стоит приобрести данный танк и самостоятельно опробовать ее. Потому что визуальная составляющая и вообще что-то действительно новое мне нравится. Ну а всем, кто будет покупать ключи, я желаю вам удачи в получении Титан 54D. Ну а с вами был IceShot и всем пока-пока.